Думаю, по названию ролика ты догадался, что сегодня я тебе расскажу о бесплатном джойстике в Pokemon Go. Но, братан, у меня есть тебе такая просьба, обязательно посмотри ролик до конца, потому что если ты этого не сделаешь и как только увидишь ссылку, побежишь судорожно скачивать джойстик, и потом а-ля сам смогу, и в итоге ничего не сможешь и побежишь с вопросами сюда в комментарии, я тебе, друг мой, не отвечу, потому что все ответы на твои вопросы, они будут в этом ролике. Так что, реально, вот очень большая просьба посмотреть до конца, потому что прошлый ролик содержал почти все то же самое, которое я выпустил полгода назад, и давайте погрузим сейчас его аналитику. И давай смотреть. Аналитика того ролика на данный момент там 55 тысяч просмотров, и спад начинается на 54 секунде, где я как раз таки показываю ссылку, где можно скачать данный джойстик. То есть люди просто бегут скачивать, потом возвращаются в комментарии, при этом ролик не смотрят, они просто возвращаются в комментарии и пишут вопрос, ответ на который был в ролике. Так что надеюсь, что на данный момент, в этом ролике это все дело сработает, и вы реально посмотрите видео, чтобы сэкономить и свое время, и с мое время. То есть это как бы, ребят, для вас проще, это не для меня. То есть как бы я в любом случае не отвечу, потому что, как я и говорил, я не джойстиковод, правильно вроде сказал. Также хотел бы напомнить трушным пешеходам о том, что я всего лишь контент-мейкер, а не заядлый игрок. А для контент-мейкера важно, чтобы видео было актуально, полезно и нужно людям. И как ты понимаешь, джойстик людям нужен, мне он не особо нужен, и я про него снимать вообще не хотел, потому что я это уже делал полгода назад, но люди все равно просят. Поэтому я сделал это видео. Так что если трушный пешеход, который уже хочет написать какой-то гневный комментарий и сказать, какой я джойстик, какой я козел и вот так далее, то, друг мой, не делай этого, потому что сам я не особо одобряю игру с джойстиком, но только у тех людей, которые с этого джойстика начинают пакостить другим людям. А если человек, допустим, в деревне, вот у него там 2 покестопа, 1 гим, и в принципе играть не на чем, и в принципе он играть не может, то вот таким людям я и хочу в принципе сделать это видео, чтобы хоть как-то помочь им в развитии в игре. Потому что после того, как обычно докачиваются люди до 38-го, они ставят все покестопы и переходят обратно на ноги, как было это со мной. То есть я докачался до 40-го, и я большую часть игры стал делать именно пешочком. Так что строго не суди, друг мой, не суди, потому что это не так. Это, грубо говоря, как обертка от конфетки, которую ты не видишь. Так что вот, немножечко так оправдался перед трушными пешеходами. Потому что мне надоело то, что все говорят то, что вот он там джойстиковод, еще чего. При этом во всех моих группах, во всех моих чатах запрещено вообще говорить о джойстике. Потому что скрины с джойстиками, потому что мне это самому не нравится. Но так как я контент-мейкер, джойстик это актуально, мне приходится это делать. Это так, чтобы ты немного понимал. И, конечно, если ты интересуешься покемонами и Pokemon Go в целом, то обязательно подпишись на канал, потому что ролики я клацаю ежедневно. И это не джойстики, это всякие ивенты. Если вдруг ивент какой-то начнется, я херак ролик выложу, и ты его ни в коем случае не пропустишь. Всякие гайды, разборы легендарок, какие покемоны полезны, какие нет. В скором времени, это я уже обещаю, правда, 3 месяца, но неважно, будут топ-10 каждого типа покемонов. В общем, много интересного планируется, поэтому обязательно подписывайся. А я тебя приветствую и желаю приятного просмотра. И давай наконец-то посмотрим на функции данного джойстика, что мы получим и после того, как мы его скачаем. Заранее скажу, не нужен ни root, ничего. Ты просто заходишь на сайт, кликаешь скачать, установить, все. Но прежде чем устанавливать, ладно, давай я тебе про установку чуть попозже расскажу. Сначала мы с тобой разберем функции, потому что если я сейчас начну рассказывать про установку, ты же побежишь скачивать и устанавливать. Я знаю, я вижу твои шаловливые ручки. И в описании я специально ссылку, кстати, ребята, не оставил, в комментариях тоже не оставил. Ссылка будет в течение данного ролика. И, естественно, это все еще тот же джойстик, который я, так сказать, снимал про него полгода назад, потому что он все еще рабочий, все еще актуальный, все еще прям пушка-гонка, и все еще я им пользуюсь, и как ты видишь, я все еще играю спокойно. Давай посмотрим, что же у нас за функции. Нажав на звездочку, у нас открывается Map 120 километров, это наша скорость, Оптоволк, который в бесплатной версии недоступен, Фитс, фавориты, телепорт и Settings. Давай начнем с тобой именно с Settings, потому что большая часть функций находится именно там. Мы нажимаем, так как у нас бесплатная версия, потому что мы за эту не платили. Ну, на самом деле я просто деактивировал свою платную и зашел в бесплатной версии. То есть сейчас я играю совершенно бесплатно. То есть я просто скачал, зашел и все. Смотрим. Я могу регулировать скорость, с которой будет бегать персонаж. То есть это первая строчка, первый ползунок, что ли. Вторая строчка — это спуфинг. Ее ты вообще не трогаешь, потому что спуфинг — это и есть то, что он тебе позволяет, сидя дома, улететь куда-нибудь там в Нью-Йорк, Китай, еще куда-нибудь. Третья строчка — это Hide PG-Shard. Это, допустим, ты хочешь похвастаться перед другом или еще чего, и тебе не нужно показывать, что ты джойстик. Ты нажимаешь вот эту вот галочку, нажимаешь Done и смотри. То есть вот, видишь, у тебя джойстика не показывается. Чтобы вернуть вот эту вот менюшку, тебе надо взять вот 3 пальца и нажать на экран одновременно. И она хопа, и появилась. Magic. Окей, идем обратно в Settings. Со второй мы разобрались. Инвентарь IV. Нажав на нее, ты переходишь в инвентарь, покемоны. Нажимаешь, допустим, на Геодуда и видишь статы.
То есть уровень показывает IV и его статы. То есть 3 атака, 1 защита и 0 стамина. И давай проверим, так ли это на самом деле. Как ты видишь, все так. То есть это показывает статы в твоем инвентаре. Окей, идем к следующей галочке. Encounter IV. Encounter IV это то же самое, но уже на дикого покемона. Нажимаешь на Пикачушку, он тебе показывает его статы. Уровень 15, IV 68, 10, 10, 11. Хорошо. Идем дальше. Каухт превью. Каухт. Сорян, что это неправильно читаю, но, ребят, так уж получается. И заранее говорю, что ролик, скорее всего, будет длинным, но при этом он будет полностью разобран. И я надеюсь, что это будет последний ролик, который я делаю про дырявый джойстик. Ну, пожалуйста. Окей, Каухт превью. Это смотрим. То есть мы нажимаем на покемона, выбираем, допустим, шарик ультраболик, ну тут без разницы. Кидаем, и Каухт, если написано Каухт, значит он пойман. То есть он уже стопудово пойман. Если написано флет, значит он убежал. И, по-моему, там Escape, это значит, что он просто вырвется из шара. Не особо полезная штучка, но почему бы в принципе и нет. И вот, Enhanced True. Опять неправильно, не суть. То есть смотри, тут ты ставишь Excellent и ставишь Curva Ball. Excellent это то, что твой шар всегда будет лететь в Excellent, а Curva Ball это крученый бол. И давай посмотрим на примере. То есть вот, мусорка. Смотри, я кину сейчас прямым шаром куда-нибудь вот в уголок. Он прям как раз, вот, Каухт, он пойман. И давай посмотрим, что нам покажет наша программа. Точнее, что нам покажет Pokemon Go в целом. Текс, все, он поймался. Как написано было, Каухт. И смотрим. Прекрасный бросок, это значит Excellent. Крученый бросок, хотя ты видел, что крученый я не делал. И первый бросок это, ну, то, что первый шар. Ну, это не важно. То есть, вот, все работает, все пучком, идем дальше. Мап. Мап мы тоже не трогаем, он включен, мы его вообще забыли про него. Tap to Walk. Давай посмотрим, что это за функция. То есть ты ее включаешь, допустим, нажимаешь на водичку и смотри, он сам туда идет. Вот видишь, он пошел. То есть, хотя я не иду, у меня вот, руки вот. И телефон тоже вон там. То есть все, вот, да ладно, я уже все, разобрался. Окей, идем к следующей функции. Это, кстати, я вам функции бесплатные рассказываю. Чтобы ты понимал. Так, мы это выключаем, потому что это неудобно для меня. Бета Нерби Радар. Нерби Радар это... Нерби это то, что рядом с тобой находится. То есть смотри, допустим, я хочу поймать Пикачу. Вот они вот высветились. Вот нажимаем на Пикачу. Он бежит к Пикачу. То есть это радар тех покемонов, которые находятся рядом с тобой. То есть смотри, я нажал на Пикачу, вот у меня под ногами прям Пикачу заспавнился. То есть это удобно для тех, кто в каком-то крупном месте ищет каких-то конкретных покемонов. То есть в моем случае мне это не нужно, я это отключаю. Quick Sniper. Это очень полезная функция для тех, кто хантит шайни соток. То есть смотри, у меня в фитсе тут сотки. То есть и тут прыгаешь по соткам. Но заранее скажу, что если ты хочешь чекать 100 IV покемонов и гарантированно их ловить, тебе нужен минимум 30 уровень, но об этом чуть попозже мы с тобой поговорим. И в принципе все, это все бесплатные функции, но как по мне, этих функций вот прям вот так вот хватает, чтобы играть нормально, даже бесплатно. То есть вот, ты знаешь, вот бесплатно ведь нормально. Окей, давай перейдем с тобой в функции вот тут, которые находятся в звездочке. Первая функция это map. То есть ты открываешь карту, ты можешь телепортироваться куда угодно, нажав Tab и телепорт нажать, либо Wall, как тебе удобнее. Ты можешь нажать на лупу, допустим, написать Екатеринбург. И вот, Екатеринбург, Россия, тебя кинет сюда, ты нажимаешь телепорт и смотри, теперь мы в Екатеринбурге, потому что, ну, мне это понадобится, по крайней мере, в скором времени. Вот, подвигался немного и все, ты в Екатеринбурге, все пучком. Вторая это скорость. Ты нажимаешь на нее и просто скорость меняется. Там 9 километров, по-моему. Давай посмотрим проще. 9, 18, 30, 60 и 120 ты можешь сделать только тут. TX Автоволк в бесплатной версии не работает. Фитц. Фитц также у тебя работает только 100 IV, то есть он дефолтовый. А в платное можно добавлять свои, но о платных функциях я чуть попозже тебе расскажу. То есть 100 IV ты нажимаешь на прицельчик и тут выбираешь, какой тебе нужен. Но если у тебя нет 30 уровня, у тебя сверху будет табличка, то что, чтобы этот покемон был соткой, тебе нужен минимум 30 уровень. Но это чтобы ты так понимал, но как бы все равно об этом расскажу, как я говорил. Фавориты. Многие меня спрашивают, где ты играешь на своих стримах? Смотри, нажимаешь на фавориты, Hot Place и Зарагоза, вот она. То есть тут все крупные места, где очень часто рейдят, очень много рейдов, покестопов, покемонов. То есть там собраны все места, и ты просто нажав на нее, ты телепортируешься в это место. То есть вот, я нажал, и я телепортировался в то место, где я был изначально. И телепорт, тут ты вводишь координаты, допустим, там из Дискорда, еще откуда-то, и прыгаешь по ним туда.
И в принципе вот такие вот бесплатные функции. Давай теперь тебе расскажу платные функции, но сначала я пойду код. Ну и так, разработчики следят за моим каналом, я вынужден тебе сообщить о том, что джойстик это плохо, это нарушение правил игры, и возможно когда-нибудь что-нибудь тебе за это сделают, что навряд ли, конечно, но могут. То есть это нарушение правил игры, знай это, друг, знай. И второе, очень важно, это важнее, чем вот эти правила, если честно, то что с джойстиком тебе будет реально неинтересно играть. Не, ну сначала будет интересно, а потом интерес пропадет. Так что, если ты реально планируешь погубить свой интерес к игре, то, пожалуйста, ролик в твоем распоряжении. И в принципе код я активировал, и давай посмотрим, что же нам открылось. Первое это Quick Catch. Что это значит? Это, ребята, прям максимально полезная функция, из-за которой я только готов брать эту платную версию. Давай я тебе покажу, что же это значит. Смотри, мы нажимаем на видло, кидаем шар в видло, и если он поймался, а он не поймался, мразота, вот зачем ты мне видео портишь? Радость. То есть escape зато показал он. То есть смотри, если он поймается, все, он сразу автоматически выходит из лобби. Давай еще один раз протестим, чтобы наглядно показал, потому что козел этот первый раз подставил меня. Смотрим, кидаю шар, он ловится и все. Выходит сразу из ловли, это очень сильно экономит время. Вот, два видла, они пойманы. Это реально, это безумно экономит время, и лишь для этого я готов покупать платную версию. Но это ни в коем случае не значит, что ты должен тоже бежать покупать. То есть, если тебе это не нужно, значит тебе это не нужно. Правильно? Правильно. Окей. Skip Evolve Animation. Тоже очень полезная функция, особенно в ивенты, когда удвоенная пыль за эволюцию. Давайте покажу пример. Так, помойка. Так, я на твинке, на котором особо пыли-то как бы не разбежат. Точнее, не пыль, а именно конфет. Так, сейчас найду, кого я могу эволюционировать. Белдума стопудово не могу, да, понимаю. Окей, тогда рарки закинем. То есть смотри, что мы делаем? Допустим, ты хочешь эволюционировать покемон. Думаю, знаешь, как это нудно, как это долго ждать анимацию, особенно когда ивенты ты хочешь много поэволюционировать, и ты не можешь просто, потому что это долго и тебя надоедает. Смотри, нажимаешь эволюция, да. Все, он эволюционировал. То есть никакой анимации, ничего. Прикольная тема тоже, так что... Ну, это для платников. Это для платников, увы, но это так. Окей. Смотрим следующую функцию. Следующая функция блок non-shiny. Это очень полезная функция для тех людей, которые хантят шайни покемонов, и они не хотят много времени тратить. Допустим, я шайни хантер жесткий, хочу шайни найти. То есть смотри, я нажал на бульбазавра, и если он не шайни, он мне даже не закинул свою ловлю. Нажал на сквиртла, аналогично. И вот так вот до тех пор, вот если покемон будет шайни, он меня закинет в ловлю. Но я не думаю, что сейчас судьба распорядится так, что кто-то у меня будет шайни тут. Но давай маленько потыкаем, походим. А вдруг фартанет и как бы ролик удастся прям на ура. Но нет, то есть в чем суть? Если он не шайни, он в ловлю не заходит. И это также очень сильно экономит твое время. И, как ты понимаешь, это тоже платная функция, так что вот. И функция, я забыла кое-что вам рассказать. Так вот. Оба. Если у тебя есть вот такой браслет, данным джойстиком он тоже работает, но только через платную подписку, вот эту вот за $5. Так что вот, заранее рассказал. Потому что вдруг есть люди, потому что у меня знакомый хотел через браслет половить, а потом он понял, что у него нету платной версии, и это не работает. В общем, такие дела. И последняя галочка — это Quick Load Map. Это очень быстрая прогрузка карты, это также экономит твое время. В общем, платная, она просто экономит твое время. Очень сильно экономит, между прочим. Но это еще не все, есть еще Фитси плюшка. Так, 1, 2, 3 это я уже тестовый ролик делал, но мне он не понравился, поэтому я решил переделать. Смотрим, нажимаем плюсик. То есть тут ты можешь выбрать уровень от 1 до 35, потому что 35 это максимальный уровень, который спавнится в дикой природе. Допустим, я ищу 35 уровень, и тут можно IV, можно на 100 сделать. А можно вот так вот плюсик нажать и выбрать именно какие статы тебе нужны. Допустим, мне нужна атака, не знаю, там 11-15. Ну, можно даже вот так вот сделать. 11-11. Защита, допустим, мне нужна, ну пусть будет 0. И выносливость мне нужна, допустим, не знаю, там 8. То есть и тут тоже 8 делаем. То есть дистанция — это дистанция, на которой будут эти покемоны. Но если ты ищешь соток, если ты ищешь какой-то конкретный покемон именно по цифрам, ни в коем случае не делай дистанцию там 2 километра, 500. Делай unlimit и все, и забивай. Приоритет, время, дистанция тут тоже без разницы, потому что не увидишь разницы, вот в чем суть. И покемон, ты можешь выбрать конкретного покемона, которого ты ищешь. Допустим, мне нужен бульбазавр. Нажимаем Дони, нажимаем Save, и если они есть, они покажутся тут. А их нету, потому что, не знаю, потому что их нету. Окей, давай, допустим, выберем несколько. Это еще Чармандера, Сквиртла, не знаю, там, Видла, Пиджи, и вот так вот оставим. Потому что у нас сейчас ивент на первое поколение идет, все равно таких нет. Окей, давай тогда сделаем не так, а вот именно соток, потому что я слишком как-то замудрен это выбрал.
Так, тоже нет. Я уровень 35 сделал, понимаю. Давай, допустим, 4. С 4 по 35. Вот, они все сотки вылезли, и ты можешь на любую из них прыгать. Тут также сверху ты можешь сделать по Combat Power, нажать на стрелочку, и самые наивысшие уровни, они будут у тебя сверху показаны. То есть тоже очень полезная функция, но, как я говорил, это уже платная функция, поэтому тут особо ты не разгуляешься. Ну и в принципе это все плюсы от платной подписки. Давай теперь тебе расскажу о самых часто задаваемых вопросах, которые все время задаются, но ответы я все время даю, но как бы людям насрать, поэтому давай еще разок. Первый прям безумно часто задаваемый вопрос: почему покемоны не ловятся, покестопы не крутятся, вот он скачал джойстик, а у него ничего не работает, я всех обманул и как бы джойстик говно. Давай расскажу почему. Есть софтбан. Софтбан, не пугайся этого названия, как бы ни в коем случае. То есть смотри, даже вот Hot Place нажимаешь, и тут написано cooldown 120 минут. То есть, допустим, ты поиграл в своем городе, половил покемонов, покрутил покестопов, потом нашел мой ролик, такой: джойстик, пора качать. То есть, и сразу побежал ловить там в какой-нибудь Нью-Йорк, в Испанию, еще где-то. Естественно, у тебя ничего ловиться не будет, у тебя будет все тупо убегать. А все потому, что ты не выждал 2 часа бездействия после последнего действия в игре. Давай объясню, как это работает, потому что на этот вопрос я максимально хочу ответить, чтобы его больше не было просто. Смотри, нажимаешь журнал, открываешь и смотри, допустим, я поймал, ну не допустим, а я реально поймал видла в 0.39. То есть только в 2 часа 39 минут я могу прыгнуть в какую-нибудь там Токио и играть начать там. То есть если я буду раньше это делать, у меня будут покемоны сбегать, покестопы мне ничего давать не будут. И давай расскажу, что относится к действиям, а что нет. Допустим, ты подрался в PvP с другом и ты думаешь, что это действие. Это не действие, я тебе сразу говорю. Если ты просто зашел в игру, это не действие. Если ты зашел в игру и эволюционировал кого-то там, еще что-то поделал в сумке, не действие. Вылупилось яйцо, не действие. То есть это не берется в учет софта. То есть, допустим, у тебя тут в журнальчике там яйцо вылупилось вот только что, но при этом ты до этого неделю ничего не делал. Нет, ты можешь спокойно лететь в другое место и спокойно играть. Что еще не является действием? То есть, давайте проще расскажу, что является действием, потому что именно этого делать не нужно. Если ты хочешь поиграть где-нибудь там в Токио, в Нью-Йорке, еще где-то, а вот допустим, давай представим, что это твой город. Это твой город, вот где я сейчас играю. То есть вот допустим, ты покрутил покестоп, это уже действие. Потом ты поймал покемона. Ага, у меня ноншай не включен, понимаю. В общем, ловля покемонов, прокрутка покестопов, забивание гимов, что там еще, вставление на гимы, кормление гимов, потом сбор награды с квестов именно покемонов, сбор награды с Go Battle Лиги именно покемонов. Это все действия. Если ты это сделаешь, тебе нужно будет 2 часа ждать, прежде чем лететь куда-то и ловить покемонов и крутить покестопы. То есть это прям очень важный ответ, очень важный вопрос, и надеюсь, что я на него тебе ответил. Второй не менее часто задаваемый вопрос — это банят ли за эту программу или нет. Как ты можешь заметить, полгода назад я снимал про этот же джойстик, да и даже до этого я где-то там, может, месяцев 8-9 назад тоже снимал про этот же джойстик, но я все еще не забанил. Ни один аккаунт, у меня их было 40, но правда я половину продал, разыграл, еще чего. То есть осталось все 13, и в итоге ни один не забанен. То есть я со всех спокойно играю на стримах, люди это могли заметить, причем спокойно, что я одни и те же аккаунты клацаю уже в течение полугода. Так что за это не банят. А теперь перейдем с тобой к самому главному, как же скачать данный джойстик. И заранее хочу сказать, что он работает на совершенно любой Android. У меня, допустим, кто он там, Huawei Y8P, на котором даже Гугла нету, то есть у меня вон видно, что YouTube пинг, блин, стоит. То есть, как бы, понимаешь, тут нету ни Гугла, ничего. У меня оригинальная версия Pokemon Go не работает на этом телефоне. А, к слову, PG Sharp, он работает. Смотрим, что тебе нужно сделать. Перейти в браузер. Что я нажал? Уйди, пожалуйста, отсюда. Так, заходим и пишем PG Sharp. Окей, нажимаем. И вот он. Где? Первый сайт pgsharp.com. Нажимаем Home. Нажимаем Download. Вот тут сразу же прям моментально. Нажимаем Download и все, и скачиваем. Все. Потом, кстати, заранее забыл сказать то, что оригинальную Pokemon Go тебе нужно будет, прежде чем устанавливать эту, удалить. То есть сначала ты удаляешь оригинальную версию, потом скачиваешь и устанавливаешь эту, и только тогда она будет работать. Но пока что не спеши устанавливать и не спеши удалять оригинал, потому что сейчас ты узнаешь почему. А пока что давай посмотрим. То есть вот, фри версия $0, то есть сразу скачал и пошел играть. Стандартная версия работает
$5, работает, стоит $5. И вот тут все функции написаны. Да и в принципе я их все объяснил, так что я думаю смысла нет. То есть тут ты можешь купить, но там неудобная оплата, там PayPal. То есть давай я тебе расскажу очень важную информацию, это как зайти на данный джойстик, потому что ты можешь просто этого не понять. Я, по-моему, не вышел с аккаунта, да? Ага, я не вышел. Вот, а теперь я вышел и давай расскажу, как зайти в данный джойстик. Если у тебя аккаунт тренер-клуб, то есть клуб тренеров покемонов, ты зайдешь вообще без проблем налегке. Если у тебя Facebook, ты также зайдешь налегке. Но, не дай бог у тебя Google, а у тебя скорее всего Google, потому что у меня у самого был Google, то тебе нужно зайти в оригинальную версию игры и привязать к данному аккаунту в Facebook. И зайти ты сможешь только через Facebook, потому что Google данная программа не поддерживает. И давайте даже объясню почему. Google это та система, которая может твои местоположения передать, допустим, компании Niantic, еще куда. И в итоге тогда бы уже за эту программу начали банить. А так как Google здесь не поддерживается никак, и твои данные никак не отслеживаются, твое местоположение, то в принципе поэтому Google-то и нету. Так что, друг мой, если у тебя Google, заходи в оригинальное приложение, привязывай в Facebook, и только потом с Facebook заходи в эту игру. У меня шоссы зачесались. Ну и думаю, это вся информация о джойстике, которую я тебе хотел рассказать. Надеюсь, что тебе это видео было полезно, интересно, что ты смог установить и было не нудно ни в коем случае. А если это было так, то по-братски поддержи меня своей активностью в виде лайка, в виде комментария под роликом и, конечно, подписочки на канал, если ты интересуешься Pokemon Go, потому что я выше уже сказал, что очень много роликов по всяким ивентам, всякие гайды, разбор легендарок. В общем, очень много полезного по Pokemon Go и покемонам в целом. А я на этом с тобой прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. Yeah, let's go. Yeah. I said what's up, y'all gonna step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, spitting raps like the sun, fire blast down my tongue, staying for